друзья! Вы на канале Денис у микрофона. Продолжаем обзоры религиозных новостей, того, что происходит в Украине. Вернемся сейчас ко Львову, потому что, в общем-то, там нашлись очень интересные факты. Я поговорил с некоторыми людьми из Львова, которые вот видели это все, видели своими глазами. Получил некоторые видео, некоторые документы, кое-что нашел в сети в свободном доступе и хотел бы этим поделиться с вами. Быть может, у кого-то закралась такая мысль, что все-таки это было решение местных жителей, им так очень-очень мешала Украинская Православная Церковь, они столь патриотично настроены, что просто не могут терпеть ее присутствие, что смешно, безусловно. И, в общем-то, мы могли видеть с вами, что люди пришли туда под Георгиевский храм, совершенно далекие от того, чтобы быть прихожанами, да, в принципе, не только Украинской Православной Церкви, но, наверное, любой другой церкви. На самом деле, из разговора с местными жителями я понял, что некоторые из этих, так скажем, активистов вообще позиционируют себя как достаточно воинствующие атеисты. Люди, которые не признают веру в Бога и, в общем-то, не имеют никакого отношения к церковной жизни. Но это не мешало им рассказывать о том, что они, приняли какое-то там решение. И то, что происходило под стенами храма, да и внутри, буквально несколько дней назад. Напоминаю, это Львов. Я прийшов, я втілюю життя рішення громади. Якої? Ви не є українською громадою, а українською. Ти себе такою не позиціонуєш. Тобто ви себе розділяєте, має приймати парафіяльна громада, український православний. От і вважаєш, що я парафіян. А ви ж не парафіяльна, ви взагалі вас тут ні разу не бачили. А ти тут ніколи не приходив. А я тут ходжу вже 8 років до вашої школи. О, ми вже знаємо, скільки ти сюди ходиш. Он не просто туда пришел, он воплощает жизнь решения общины, громады, то есть какого-то, в общем-то, сообщества людей. Хотя сам к этому совершенно никак не относится. Один интересный документ также попал в сеть. Это такое уведомление о проведении массовой акции. Как известно, если вы хотите провести какую-то массовую акцию, вам не всегда нужно получать на это разрешение, хотя во время военного положения массовые акции запрещены. Но тут мы видим, что все было согласовано. И было предложение провести эту массовую акцию аж 9 апреля. 9 апреля. Заявление подписывалось 3 апреля. Некто гражданка с фамилией Сосна. И, в общем-то, она просила провести мирную акцию против Украинской Православной Церкви, и где должно было присутствовать порядка 40 человек. И, как вы понимаете, вероятно, тот самый захват Георгиевского храма прошел, так сказать, на удачу, и, к сожалению, у них все получилось. То есть, но запомните, пожалуйста, что все это готовилось. Ко всему этому, в общем-то, они планомерно шли. И, быть может, немножко сдвинулись сроки, они ускорились и сделали все, и начали делать свои темные дела несколько быстрее, чем это даже планировалось. Но заметьте, там немало было людей, там было огромное количество, и им так хотелось захватить храм. Вероятно, это община ПЦУ, у которой просто негде собираться, или они не помещаются в свои старые храмы. И накануне Благовещения, вчера, мы можем увидеть вечернюю службу в этом самом захваченном храме. Всеночное на Благовещение. Да стать негде в буквальном смысле, потому что одно пустое место, практически нет людей. Мерзость запустения, стоящая на святом месте. Они захватили храм для того, чтобы он стоял пустой. Им просто нужно было разделить сферы влияния. Им просто нужно было выгнать верующих Украинской Православной Церкви, которых в самое простое время на самых простых службах там собиралось как минимум по 100 человек, а обычно гораздо больше. И даже на улице иногда стояли люди, встречая своего архиерея. То есть вы понимаете, что ради того, чтобы какая-то крохотная группка просто почувствовала себя хозяевами жизни, они отжали все имущество Украинской Православной Церкви во Львове. Но вы скажете, хорошо, это накануне Благовещения, может быть, вечером они не захотели идти на службу, но пошли на службу в сам праздник, в такой день, когда, казалось бы, яблоку уж точно негде было бы упасть.
И мы можем увидеть с вами одну из новостей на религиозном портале, который очень симпатизирует организации ПЦУ. Мы можем увидеть, что во Львове, в бывшем храме УПЦ, впервые провела служба организация ПЦУ, пишут. Об этом сообщил заместитель главы Львовской областной администрации Юрий Холод, Львовского областного совета. То есть, почему-то у нас госчиновники, люди, существующие на наши с вами налоги, внезапно рассказывают о том, что и как делает та или иная религиозная организация. Похоже, все остальные проблемы в той же области, Львовской области, совершенно решены, а осталось только закрыть какие-то вопросы религии. Вы скажете, ну хорошо, сообщил и сообщил. Хотя первое, как мы видели, было раньше, чем он сказал. Ну давайте посмотрим, сколько же там было людей. Ну, достаточно странно для храма, который так хотели захватить. Но там просто должно быть полным-полно людей, там нечем должно быть дышать. Но мы видим, что едва-едва набирается тут 2 десятка человек. Но ради этого стоило захватывать храмы? Или это вы видите какое-то решение той же территориальной громады? А где те все молодчики, где те все активные люди, которые так агрессивно доказывали свою правоту? Что они, мол, прихожане этого храма. Такой большой праздник, вы прихожане. И где? Где же вы находитесь во время этого самого праздника? Но это еще не все. Один из организаторов того самого захвата показал, смотрите, вот вербное воскресенье, 10 утра, поддержи ПЦУ. И он говорит, еще одно важное сообщение. В воскресенье 9 числа, как мы помним, акция изначально назначалась на 9 число, и там как раз время примерно плюс-минус совпадало со временем литургии. Мы приглашаем вас вместо акции, а следовательно, вот как раз на эту акцию они и собирались, пойти святить вербы в храм, который мы отвоевали, он пишет, на улице Тараса Бабанича. Важно и нужно поддержать храм, поддержать настоятеля и показать, что мы не зря боролись за него. Это будет первая официальная служба на украинском, свободном от РПЦ храме впервые за почти 80 лет. Но какое-то безумие, это уже 3-я как минимум будет служба. Но для них она первая. Причем вот вся эта пафосная риторика, которая, как мы понимаем, и выеденного яйца не стоит. Потому что они не прихожане. И они не могут принимать никаких решений. Да и похоже им совершенно все равно, что там и как с церковью. Самое главное заявить и покрасивший картиночку выставить в свой Инстаграм или Фейсбук. Потому что, в общем-то, ни на что другое они не способны. Вот такой вот Львов, такая вот ситуация. Вот она, самая настоящая мерзость запустения, стоящая на святом месте. Но давайте посмотрим с вами, что в Киеве. Как мы знаем сегодня, Сергей Думенко, глава организации ПЦУ, служил в Успенском соборе, в котором обычно во время службы Украинской Православной Церкви было невероятное количество людей. И здесь мы видим с вами, что едва-едва, но в общем-то там и снимать-то было нечего. Смотрите кадры. И непонятно, эти люди зачем туда пришли, или просто как часть музейной экспозиции, чтобы не покупать билеты, походить. Или все-таки они действительно пришли на службу, потому что больше они напоминали зевак. И говорят, если бы не Порошенко, бывший украинский президент, со своей массовкой, то картина была бы совершенно грустная. А он, вероятно, таким образом хочет вернуться в большую политику, так сказать. Он в свое время помогал организации ПЦУ, а теперь, наверное, ожидает, что организация ПЦУ поможет ему и вернет его в политику.
Ну вы скажете, хорошо, а что же было в Украинской православной церкви? Давайте сравним, пожалуйста, вот Крестовоздвиженский храм, где, ну, в прямом смысле, негде упасть яблоку. Разница очевидна. И люди стоят, люди молятся на улицах, продолжается молитвенное стояние. Мы видим с вами, что ПЦУ, вероятно, решили сэкономить на массовке, наверное, готовятся к воскресенью, потому что, как мы знаем, тот же Сергей Думенко, глава организации ПЦУ, будет служить уже в трапезном храме, который побольше, и там, если придет такое же количество людей, то картина будет совершенно печальна. Причем обратите внимание, что и во Львове, и здесь, вот сколько бы ни было мало людей, они всегда стараются привести с собой нескольких операторов и снимать, показывать, как бы доказывая, что, ну посмотрите, мы место застолбили, мы его заняли. И все это, безусловно, очень-очень печальная картина, но очень показательная. То есть, еще раз повторюсь, заголовок видео, что это мерзость запустения, стоящая на святом месте. И я думаю, что важно, чтобы все это увидели. Увидели и внутри Украины, увидели на Западе, увидели те люди, которым рассказывают сказки о невероятной свободе вероисповедания, о невероятной демократии, которая у нас в стране. И мы понимаем, что, к сожалению, это далеко не так. Именно для этого мы делаем субтитры на английском языке. Я надеюсь, позже мы сможем и на других языках делать, для того, чтобы все желающие, все интересующиеся этой темой могли узнать для себя правду. Не слушать какие-то лживые СМИ, не слушать какие-то лживые медиа, которые подпевают просто-напросто ту песню, которую им дают, слова, которые им приготовили, а увидеть то, что происходит на самом деле. Потому я каждого искренне благодарю за поддержку. Я думаю, в одном из видео мы подобьем какие-то такие промежуточные итоги и продолжаем доносить правду, продолжаем говорить всем о том, что происходит на самом деле у нас. Спасибо всем еще раз, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали, и до скорой встречи.